Друзья, всем добра! Добро должно быть с кулаками огненными такими, чтобы надавать всему злу по мордасам. Итак, у нас сегодня Spellforce. Надеюсь, мы сегодня немножечко фаербольчиков покидаем, немножечко всяких деревьев повыращиваем. Эльфов, может быть, повыводим из этих деревьев. В общем, сегодня я решил стартануть за нового этого самого... Кто тут этот главный-то? Верховный маг или кто тут? Хрен его знает. Короче, за нового хрен его знает. Вот. Я за некромантов уже играл и за крафтера играл. Артефактора. А вот за алхимика пока еще не играл. Так что вместе с вами поиграем. Тем более версия у нас новенькая, обновилась 1.3, теперь она еще и русская, но благодаря русификатору, который есть у меня в описании, так что заходите, скачивайте, распаковывается просто в игру и ничего ставить не надо, и сама игра уже сразу русская после запуска становится. Так что все замечательно работает. Че, еще всех с 1 мая, День солидарности трудящихся всех стран. Пролетарии всех стран, объединяйтесь. И геймеры тоже. Так... В общем, алхимика начнем. Раз я не вижу, что... ну алхимика только не этого природы чары, а вот своего природы возьмем на максимум. Потому что я не понимаю, зачем разделять разные брать, точнее, как бы эти сферы талантов. Я так понимаю, что если взять максимально заточенную в одну ветку, то оно будет намного круче. Но это не точно. Поиграем мы в эльфийских рощах, Элувиан, что там в полях играть? Мы же типа эти самые, под эльфов косим. Территория, некогда населенная эльфами, полна лесов и озер. Опасные твари скитаются по лесам, богатым дичью, а также фанатики из новых праведников прочно взялись за освоение этих земель. Здесь нет союзников, здесь все нахрен враги. Это вот... Даже то, что здесь вызов такой умеренный, пишут, тут золотые поля комфорт, тут умеренный, тут непростой, и здесь суровый, да. Туманное побережье, я просто запарился уже играть, я там сколько траев не начинал, я немного начинал, трая 3, наверное, может быть 4, но всегда тут играл. Вот в Элувиане сегодня перед стримом тоже зашел, посмотрел, ничего такое, мне понравилось место. Я его видел, отсюда добегал уже с этого туманного побережья до туда, в принципе, не так далеко, но довольно-таки милое место, флора, для нас как раз, если мы играем через сбор растительности. Продолжаем. Антагонистов выбирать, я не думаю, что имеет смысл. Всем привет, кто присоединился. Серафим проходил игруху по-всякому, может поделиться впечатлениями. Самая легкая игра за некроманта, самый сильный алхимик. Артефактор дно, потому что глифы дно. Спасибо большое. Вот я думал, что артефактор имба, потому что зашел за артефактор, думаю, нифига, сейчас как всех своих воинов прокачаю. Потом, что-то, блин, пока этих воинов подберешь, тут же уровни у воинов, игра невозможно, уровни же у воинов самые, как бы это, грейды разные, или как они? Тир воина разный, то есть ты сначала играешь, допустим, за второй тир, там за гоблинов шаманов, потом за орков каких-нибудь шаманов, третий тир, потом за четвертый тир, и вот пока до этого четвертого хотя бы тира доберешься, тебе уже вообще не до этих глифов, и ты в этих мелких глифы не вставляешь, как бы, и нафига ты брал, а вот сейчас думаю, да, вот если бы я сразу играл за алхимика, то я бы, в принципе, изначально мог все эти бутылки кидать, потому что я пока артефактором играл, эти бутылки использовал. Они очень полезны в каждом бою. Ну и правда, что оружие тут, не знаю, как теперь крафтить. Придется как-то выбивать. Как без оружия это быть, я не знаю. Ну, я и, в принципе, его артефактора не сильно-то с оружием. На героев оружие одевал не очень часто. Так что не знаю, как что будет. Надеюсь, нас не вынесут в первый же трудный момент. О, какая барышня, смотри, с короной из золотых ушей эльфийских. Так, поехали. Ох, читать, не читать. Пишите, короче, в чатике, если читать. И пишите, если не читать. Если все равно ничего не пишите. Я пока читаю. Я думаю, просто затянет. Едва вас настигло послание от вашего учителя о том, что ему удалось обнаружить путь к всеогню
и просьбой явиться как можно скорее, вы в тот же час собрали свою свиту и двинулись в путь. Свита у нас не такая уж и большая. А помимо письма в послании было еще кое-что маленькое и сделанное искусно флейта, украшенная символом учителя. Похоже, он боялся, что его настигнут маги круга, мощнейшее сообщество чародеев в землях Эо. Едва на горизонте завиднелась башня, вы наблюдаете последствия ужасной битвы, бушевавшей здесь недавно. Сергей, здравствуй. Так, немедля отправиться в башню, пусть же на этом приключение закончится. Чё? Не знаю, почему так написали, но в общем у нас тут зеленый, как его назвать, не знаю, слуга алхимика. Как бы вы его назвали? Черт? Наверное, черт. Больше на черта похож. Зеленого черта нам дали. Почему он зеленый? Потому что он на офигенную собирательность. Если мы начинаем за крафтера, то там, по-моему, он коричневый. То есть он там может копать земли. Ну, это, наверное, нет. Наверное, если за землю выбираем, земля, хрен его знает. За что нам дали? Или за природу нам дали такого, что два этих природных. Не знаю. Короче, дали нам вот этого типа, он будет бегать у нас, собирать ресурсы для нас. Дали, как обычно, по стандарту двух последователей бесплатных гоблинов. Тоже будут бегать ресурсы собирать. Но мы сначала идем в башню и сразу ее активируем. Активируем, конечно же, не надо нам толпой активировать. Мы достаточно одного человечка взять. Спрыга. Ну, неплохо. А то черт слишком такое... Общее понятие. Спрыга. Зеленый гумплен. Еще круче. Ребята, вы откуда такие слова выдумываете? Немножко сильно удивило ваше удивление, что в Art мало народу смотрит. Половина стримеров, на которых я подписан, уже прошли ее. Хайпа на игрушке много было. Ну, у меня не было удивления. Я наоборот говорил, что ее сейчас и стримят. Я же... во время удивления все объяснял свою позицию. И плюс стримят те, кто на нее гайды пишет. То есть, если вот человек, который гайды на нее пишет, у него 150 человек было одновременно просмотров. То есть, одновременно зрителей на канале, на стриме. 150 человек. При том, что у него подписчиков 2000. То есть у меня, да, 1000 и смотрит, допустим, 5 человек. Ну, как бы разница есть, да. Вот когда ты делаешь гайды, а потом еще стримишь, при том, что раньше ты вообще не стримил, то, конечно, люди приходят. Ну, гайды у него хорошие. Чего уж тут говорить-то. Человек старается, молодец, рейдер. Ладно, читаем дальше. Большой зал башни встречает вас только трупами и обломками. Вы вспоминаете учителя, и грусть наполняет ваше сердце. Инстинктивно ваши руки тянутся к флейте, которую он прислал вам вместе с письмом. Вы проводите пальцами по тонкой резьбе и ныряете в омут воспоминаний о проведенном здесь времени. Внезапно флейта начинает гудеть, вибрировать и издавать тихий звук. Привет всем. Привет. В общем, пока читаю, пока никого не раздражает, буду, ладно, тогда читать. Звук перетекает в мелодию, и одновременно с этим в зале начинают медленно появляются неясные образы, силуэты обретают форму, становятся четче и приобретают очертания двух групп, стоящих друг напротив друга, с оружием наготове. В лидере одной из них вы узнаете своего старого учителя. Это должно быть битва за башню. В общем, флейта нам глюки показывает, ну точнее как, то, что произошло. Мы уже не будем смотреть обучающий бой, я знаю, как биться, и я знаю, что здесь произошло. Отголоски битвы все еще звучат в вашей голове, пока вы медленно поднимаетесь по разбитой лестнице. Башня, разрушенная и заброшенная, все еще хранит присутствие вашего учителя, побуждая вас не останавливаться. Что бы здесь ни случилось, это не будет забыто. Вы уверены, что вам еще многое предстоит узнать. Ваш наставник всегда умел скрывать свои тайны, но вы полны решимости раскрыть их. Тут имеется в виду, конечно, книга. Книга заклинаний учителя, которую мы постепенно будем расшифровывать. Новые заклинания в ней открывать. Разместиться в башне. Хорошо. Хочу себе такую флейту. Скип туториала.
Ну вот Серафим говорит, пропускай. Я тоже думаю, пропускаем. Идем в лагерь гоблинов, в общем. Ищем шмотки, которых здесь не хватает. Вот он, лагерь гоблинов. А вот наш гоблин, захвативший башню, обосновавшийся в башне. Сразу в башне начинаем строить первую комнату. Это алхимическая лаборатория, которая нам позволит крафтить что-нибудь из этого куска мяса. Точнее, 3 кусков мяса. Что же мы из них... Рекомендую вам по одной ходить. Ну, не знаю, как. Может быть, меня Серафим поправит. Как он тут передвигается. И, ну, конечно, в разные стороны. Отправлять наших разведчиков. Они у нас бесплатные. Этот чувак на мосту стоит, он его охраняет. На нас он не должен, по идее, рыпнуться, дернуться. Здесь никаких событий нет, сюда заходить смысла нет. Но вот пройтись подальше, давайте пройдемся. Посмотрим, что там дальше есть. Лут вот я вижу. Правильно, мы движемся. Врагов нет, лут есть, все замечательно. Так, ходы у тебя еще есть. Ну, давай еще сюда зайдем. Вроде врагов нету. Хорошо. Гоблин пусть исследует. А этот, как вы его там назвали? Спрыга-гумплин. Зеленый спрыга-гумплин. Ох, ребят, ну вы это даете. Слушайте, а тут имена нельзя менять? Я бы поменял. Серьезно. Ну, блин, нельзя, походу. Ладно. Так. Мы идем сразу что-нибудь фармить. Все, что видим, ближе всего к кругу, вот я буду так и фармить. Что ближе к кругу, то и буду фармить. Потому что в случае чего мы сможем... объединиться. Я сейчас объясню. У нас есть отряды, которые в принципе не боевые. Вот как вот эти гоблины. Они у нас не для боя. Они очень слабые для боя. И качать их смысла особого нету. Этот отряд тоже не качается. Он тоже не особо боевой. Но он мощный. Он в принципе 2 класса. Зачем класса назвали? Лучше тира назвали. Что ли, уровня, не знаю. Ну да, не уровня. 2 класса. Пусть будет 2 класса. Запомним. Собираем здесь урожай. Этот собирает урожай, но так как он очень сильный, хоть и опыт не получает в бою, он будет участвовать в бою, если у нас не будет хватать народу в основной пачке. Основная пачка у нас будет в круге на нашей территории домена собираться, ну и выбегать из него время от времени, навещать места не столь отдаленные, вот так скажем. Все, отправляемся дальше, конец хода. Первый ход мы закончили. Привет, трудящиеся. Привет. С первомаем тебя, Евгений. Так, алхимическая лаборатория от Лабораторина. Давайте посмотрим, как это красиво. Вы бродите по старым знакомым комнатам башни, погружаясь в воспоминания о том времени, когда вы были здесь подмастерьем. Слушайте, это получается, вот этот круг, он башню просто разобрал по кирпичикам, и мы теперь обратно эти кирпичики собираем. Так получается? Потому что он восстановил, и теперь вот... Ага, да я здесь ходил. Да ты не здесь ходил, это же восстановленное место. Ну ладно. Это место явно обыскали до того, как его разграбили гоблины. Мастерская вашего учителя была опустошена, большинство других помещений разорено. Кто бы это ни сделал, он не оставил камни на камне. Пойти в библиотеку. Ну все, идем нам в библиотеку. Пытаемся расшифровать гримуар учителя. Мы нашли этот фолиант учителя. Сейчас будем его расшифровывать. Вы ищете первые заклинания, которым он вас научил. Осторожно перелистывая большие страницы. На одной из закладок, прикрепленных к корешку, вы действительно можете разобрать некоторые основы, другие не поддаются пока что при всем желании. Требуют дальнейшего вложения очков исследования. Оглядывайте комнату, представляя себе сокровищницу таинственных знаний, спрятанную среди разбросанных свитков и порванных книг. В вашем распоряжении целая жизнь для изучения магии. А насколько она будет длинной, мы это сами узнаем. Может быть, меня уже в этой серии вынесут. Кстати, ставьте лайки, если хотите еще одну серию увидеть, вторую по этой игре. Я хочу хотя бы 30 лайков за стрим за сегодня набрать. Часа 3 будем стримить, так что 30 лайков, в принципе, вполне себе реально набрать. Главное мне не забывать напоминать ребятам ставить лайки. Так, мы открыли с вами гримуар. Первое задание — создать 10 зелий. 10 зелий — это именно вот то алхимическое, что мы можем. Итак, какие варианты были из мяса, что можно сделать? Так, пока не было, да, вариантов? Никто не угадает. Ну, Серафим-то и так знает.
Разведчики по одному тут ходить могут, но лучше пачкой. Пачка и собирает ресы быстрее, и может отбиться в случае чего, и не просрать случайные ивенты с боем. Не, ну у меня пока нету таких возможностей, но я думаю, ходов через 50-60, наверное, я буду разведчиков пачками отправлять. Age of Wonders 4, Spellforce, Мастер магии. Как-то скучно пошло. Раньше за год ни одной игры в этом жанре фиг дождешься. Как-то кучно пошло. Думаю, как скучно, наоборот, вроде весело. Совершенно с тобой согласен. Ну, Master Magic, я жду русификацию, потому что пока меня игра вообще никак. Муха такая муха. Вот, блин. Серафим, как ты думаешь, нам выгодно сразу все кидать, чтобы быстрее квест первый выполнить на 10? Ну, всякую гадость крафтить. Или лучше поэкономить ресурсы? Ну, я пока все равно изготовлю вот этот из первого мяса. Или пока поэкономим ресурсы, будем уже крафтить нормальные сразу зелья. Как ты считаешь? Да. Знаете, вопрос обычно задаешь. Точнее, вопрос тебе какой-нибудь задают, на который ты не знаешь, как ответить. Ты говоришь им просто «да». Какой ответ хотели получить, пусть сами выбирают. Развитие этого квеста — это основной приоритет. Так, понял, значит, будем сразу же пускать ресурсы в дело. Ну вот, какие-то снова получили. К сожалению, только ингредиенты. Ингредиент и катализатор. Катализатор — это дополнительное место. У алхимика это просто чит. У крафтера такого нету. Хотя нет, у крафтера что же там, в принципе, катализатор точно так же работает. Так, что я заговариваюсь? Так, здесь мы все, что ли? Ходить по горам мы еще не научились. Так, как далеко я вообще гоблина отправлю? Я, наверное, не хочу вообще прям как-то далеко отправлять. Мы, наверное, вот так вот будем вокруг нашего доминиона бегать. Кстати, как они его тут перевели? Наш доминион. Блин, забыл, где он тут. Активные задания, герои. Не помню. Тут пока еще нету, да? Все огонь. Ну ладно. Тут, наверное... Ну, в общем, наши земли синим цветом обведенные. Так. Обновление страницы алхимика. Так, это мы смотрели. Что там еще? Алхимическая лаборатория построена. Это мы тоже смотрели. Так, сразу же строить что-то мы пока не можем, поэтому еще надо ресурсы дальше собирать. Ага. Угу. Ну, вот этим гоблинам тогда побежим к гоблинам в лагерь. Я тут квесты не буду у них проходить. Мы так чем-нибудь откупимся. У нас ресурсы есть. Ну, в смысле драться с ними пока не буду. Нам некого качать. Смысла драться и получать опыт там нету. Что-то там потратить мы, в принципе, себе можем позволить. Выберем исследование для... Да-да-да. Тут за 20, я думаю, будем выбирать не то, что полезно, а то, что дешево. Пока что мы огонька обязательно для будущего квеста изучим. Призыв огонька. Вари все подряд. Максим Сергеевич тоже пишет. Просто в тайминг попал, ответил на вопрос, стоит ли, понял. Домен, он и в Африке домен. Можно посмотреть перевод в бафах юнитов на своей земле. Точно. Точно. Владение. Здесь владение, здесь не домен, здесь владение. Вот. Наши владения. Мне кажется, намного лучше звучит. По-славянски. Так, ну что, пойдем где-нибудь, чтобы не по лесам бегать. Вот по этой лужайке. Грибочки нашли. Замечательно. Жалко, мы их собирать не умеем. Гоблины у нас криворучки. Собирать они нифига не умеют. Так, здесь задания нету. Неизученное место, слушай. Может, задание там есть. Раз оно не изученное. Сейчас будем изучать. Так, следующие ожидающие приказы. Давайте зайдем к гоблинам. Из лагеря доносится четко различимая ругань гоблинов. Ждать и наблюдать. Когда гоблины замечают вас, их крики поднимают на уши весь лагерь. Так, 5 маны, продемонстрируйте свою магию. Гоблины перестают истошно верещать, уставившись на вас в оцепенении. Вот у меня было дать 5 золотых перед стримом, и они мне дали сразу второго тира гоблина-шамана. Прикинь?
Ну, ты-то, наверное, знаешь, Серафим, но вот остальным говорю. Мне раньше давали всегда первого тира. Либо лучника, либо гоблина обычного, либо вообще ничего не давали. Ну, когда я им ничего не платил. В общем, пусть бегут неуклюже. Так, гоблины опешили, остановились и смотрят на вас овечьими глазами. Один из них, носящий варочный котел вместо шлема, кричит: «Мы тебя знать? Ты старый ученик мастера, да?» Слушай, что он меня старым назвал? Что меня все старым называют? Я психовать скоро начну. Мы служить мастеру-волшебнику, но мантии прийти и забрать его. Теперь мы служить тебе, мы голодный. Он показывает на свой живот и чмокает губами. Так, присоединитесь ко мне, и я вас накормлю. Ну, блин, гоблина-лучника дали. Вот когда магию платишь, походу гоблина-лучника дают. Гоблины облегченно вздыхают и хватают свое оружие и снаряжение, готовясь последовать за вами. Мы биться, мы убивать, мы жрать. Радостно поют они, не попадая в ноты. Один из них тоскливо смотрит вдаль и произносит: «Мы потерять вещи хозяина, когда бежать из башни, не колотить нас, мы показать тебе, куда уйти». Ну хорошо, добро пожаловать на службу. Гоблины указывают на две груды сундуков и мешков, расположенных подле вас. Две груды — это одна, а вот это вторая. Отлично. Мы нашли две груды. Давайте сразу... Так, что тут? Здесь Здесь группы ежедневно восстанавливают 50 плюс... Короче, 50% здоровья. Хорошо. Так. Собрали 5 золота. Замечательно. Так, еще вот это надо собрать, потому что этот парень у нас 2 хода еще будет не двигаться. Точнее, 2 хода еще не будет двигаться. Во. То мы, наверное, вот так вот пробежим. Вот, тут еще учебники лежат, а это исследование. А, у меня же один человек есть для того, чтобы... Точнее, не человек. А, так а я не могу сюда пробраться? Серьезно? Это вот мост прям так жестко. Тут мост прям надо захватить, чтобы... Крутяк. Слушай, вообще крутяк. Так, гоблин-лучник тогда сюда, а ты тогда обратно. Зря я что-то двоих повел. Он обратно тогда сюда по дорожке побежит. Будет внизу все изучить. То есть мы до этой реки все изучили, а слева от реки не сможем пока пройти. Пока вот этих молодых людей не попросим. Класс 1, класс 2, класс 2. Блин, 2 второго тира. Типа там. Опасно, опасно. Через речку только плаванием. А, у нас же плавающий есть. Во, у нас есть водоплавающий. Вот он туда и пойдет. Спасибо большое. Так. Все, конец хода. А, нет, не конец. Мы еще не заказали гоблина-шамана. Я в начале воинов, кстати. Серафим, кого мне из воинов вначале собрать первую пачку? Шаманами второго тира? Какой-нибудь комбинированный? Или чисто дебилов взять первого класса? Что-то я не знаю. Ну давай пока гоблина-шамана закажу. Один, наверное, по-любому на пачку будет нужен. Вот, так что надеюсь на твой совет. Так, конец хода нет. Давайте еще что-нибудь построим. А мы ничего не можем построить. Просто конец хода. Шаманов и лучников, пишет Максим Сергеевич. Хорошая идея, наверное. Шаманы сосуд. Простите за французский, только лучники имхо. О, замечательно, они еще и дешевые. Так, каковы ваши дальнейшие действия? Разрушение башни вашего наставника должно означать, что он раскрыл что-то из секретов Всеогня. Я не позволю им остановить меня. Вот. Полагаю, мне стоит проверить и их. Кого и их? Осмотрев как следует лабораторию своего наставника, вы находите лишь пустые склянки и контейнеры, которые, как и все остальное, были обысканы. Это точно не дело рук гоблинов. Вы можете разглядеть следы телеги, ведущие в соседнюю деревушку, которую мы миновали по пути сюда. Неужели жители деревни тоже разграбили башню после того, как она была заброшена? Давайте проверим и их. Деревушка и их. Блин, вот деревушку, наверное, уже толпой будем. Лучников. Да? Так, шаманов и лучников. Шаманы сосуд. Только лучники.
Ну вот, я шамана уже одного начал готовить. Ну давайте потом одного шамана оставим, остальных лучниками забьем. Будет один шаман. У него, кстати, бонус для гоблинов есть. Плюс 2 воли, плюс 2 атаки. Так что я думаю, лишним не будет. Так, сейчас пока крафтить не будем в этот ход. Ну, точнее, в этот ход будем крафтить. После того, как все обыщем. Так, что там следующий? Вот за 16. Тут у нас открылось сопротивление стихиям. Первобытный лес, кстати, терраформирование. Это очень круто. Это бесплатно. Или что это такое? Это же бесплатное формирование. Или что это такое? Ну, вокруг 5... Ой. Вокруг 6... Внутри 6 гексов лес сформировать. Это же фигня. Блин, я не помню. Ну, короче, давайте ее изучим лучше. Чтобы точно узнать, что это такое. Так, а мы сейчас сначала всеми ребятами походим. Ага. Основанные как людьми, так и эльфами, Алувиан становится своей элегантной... славится своей элегантной эльфийской архитектурой и пышными садами. Сейчас мы посмотрим на эти сады. Городские собиратели бродят по сельской местности в поисках лекарственных и магических ингредиентов. Максим Сергеевич, собирайся, сейчас в сады эльфов полезем. Только чур ночью. А странствующие эльфы часто останавливаются здесь и привозят редкие растения из Фенон мира. Надеюсь, дорогие растения, и мы их сможем как-нибудь на них полюбоваться. Новые исследования сопротивления стихии. Ну, это я в курсе. Так. Вот это, да, эльфийская территория. И что-то садов пока не вижу. Внутри за крепостными стенами, что ли? Опа, животные. Блин, у меня все, кончились ходы. Здесь у нас ждет приключение какое-то. За редкими растениями. Да, там всякими такими душистыми, знаешь. Так, сюда зайдем. Плюс 5 золота. Хорошо. Это у нас эльф-лучник. Ой, эльф-лучник. Ребят, это у нас эльф-лучник. Ну вы поняли, видите, уши заостренные. Все, значит, эльф-лучник. Короче, это у нас гоблин-лучник жрет 1 золото. Поэтому вот у нас минус 1 сейчас. Придется скачать. Так. Пока что в деревушку я что-то не знаю. В деревушке, возможно, мах хочу строить. Хотя давайте не будем махач устраивать в деревушке. Без махача поди как-нибудь, да? Получится. Жители смотрят на вас с враждебностью, едва вы ступаете на территорию деревни. Почему вы так враждебны? Я могу вам что-нибудь предложить взамен. У меня нет намерения причинять вам вред. Давайте торговать. Неужели это так трудно понять? Вот, 5 золота. Я могу заплатить вам золотом за пару ингредиентов. Я могу наложить несколько заклинаний за пару ингредиентов. Так, что нам не жалко? Ману мне не жалко. Забирайте. Плюс 20 репутации с Алувианом. Хорошо, что мы его открыли до того, как сюда полезли. Хотя бы так и так бы дали. Просто тут вопросик бы был. Маны минус, но мы получили зелье огненного дыхания. Наносит 28 стихии. Группам врага в линии 3 тайла перед группой. Тыква катализатор, катализатор, ингредиент, ингредиент. Приятно с вами иметь дело. Я попробую узнать больше. Они нам вроде бы задание, да, какое-то дали. Вот теперь, погоди. Так, что мы там? Можем еще одного гоблина, во-первых, заказать. Ну, теперь уже не... Теперь мы уже лучника заказываем по заказу телезрителей. Пусть будет лучник. Вот он, кстати, скрафтится все равно после гоблина-шамана. Так, с кем я еще не походил? Тобой я еще не походил. Просто урожайное место. Оркский красношляпник. Так, а мы сюда шли. Опа, монстры. Вот эти 2 штуки нас гонять будут. Грифон 3-го класса и дух 2-го класса.
Сейчас мы убежим отсюда. Талисман на удачу, мех и пшеница. Это все ингредиенты. Ничего не попользовать. Так, то есть здесь я вокруг хотел отбежать, не получится, тут птичка мешается. Так, давайте как можно дальше теперь от нее отбежим. Пожалуй, куда-нибудь... Так, этот охранник, по-моему. Надеюсь, птичка на него нападет. Типа, нафиг она нам тут нужна. Все, вот так как-то отбежим. Хотя она нас сейчас, наверное, не видит, если только в нашу сторону полетит. Можно, наверное, птичку натравить на этот отряд нейтралов. По идее, своим гоблином. Гоблин 3 раза отступить может. Точнее, 2 раза, третий уже все. Третий раз помрет, если подряд. Ночью в сад одобряем. Так. Шаман баф остальным гоблам дает. Да-да-да. Лучше один лучник вместо шамана, чем плюс урон 3 лучникам. Не, ну тут же хил он еще дает, нет? Шаман же он еще и урон наносит. Он же не просто так. Он же, как и лучник, может урон наносить. Причем другой. Причем урон светом, а не физикой. А если дать селюкам по мордасам, репа минус 20 фракций. А, селюкам это селянам, что ли? Как ты можешь так грубо о селянах выражаться? Ай-яй-яй. Так, давайте крафтить всякой гадости, всякую крутую вещь. Во, пепел. Замечательно. Сейчас мы из пепла сделаем кремень. Кремень мы, кстати, раньше добывали. Когда за артефакторы играли. Тут, оказывается, его крафтить можно. Вот это дела. Это просто будет ингредиент. То есть мы вот здесь реально прям переплавляем ингредиенты низшего тира в ингредиенты более высокого тира. Вот уже зелененькая подсветка пошла. Давайте, мне нравится, пойдет. Плюс еще изучим рецепт. А рецепты тут надо изучать. Серафим, кстати, подскажи, тебе нам что-нибудь дадут, если мы все рецепты изучим, или там сколько-то процентов? Или это просто ради прикола там показывается, отображается количество рецептов? Не в курсе. Так, все я вроде сделал теперь. Строить мы что-то можем? Нет, по-моему, ничего не можем. А почему у нас это... из локации я деньги добываю теперь из этой деревни селюков, точнее селян. Понятно. Как кайфово на русском играть, спасибо, что сказал про него. Спасибо, мистер Ник, тому, кто мне об этом сказал. Вот. По-моему, Серафим, я не помню, кто мне сказал. Может быть, слушай, ты мне и сказал. Кто-то мне сказал на другом стриме, по Тее, по-моему, что русский появился. Я не поленился, на рутрекере полазил. В общем, в комментах поискал ссылку. Не люблю я в гугле искать русификаторы. Выходишь на какие-то сайты с разными рекламами неинтересными. В общем, на нас гномы эти напали все-таки, которые охраняли ресурс. Это странно. Я надеялся, что птички, в общем, которые в ресурс охраняют, они могут напасть. Это хорошо, что мы теперь информацию получили. Но вот если сейчас на нас еще... Так, ну это волки. Волки, ладно. Назад домой просто отбежали. Здесь мы собирали ресурсы, и мы их собрали. Удачный корень. 1 штука. И эльфийский целебнокорень. 3 штуки. На 4, мать его, эссенции. Вот как я буду называть это. Эссенция. 4 зелененьких эссенции. Это же идеально. Все, кто Тею знает, все поняли. Продолжить. Женя нам говорил. Короче, все жмем Жене лайки. Так. Ну и мне заодно, чтобы увидеть следующую серию, напоминаю, давайте 30 лайков сделаем под этим стримом за 3 часа. Наберем. Надеюсь, сможем. Так. Я хотел переплыть, да, сюда. Давайте попробуем это сделать. Ой, там дядя ходит с большими ушами. Во, я здесь что-то вижу. А если я вот сюда встану, ну, раз, два, между нами 2 клетки, наверное, он меня все равно видит. Может, не будет атаковать. Новые праведники света. А может, будет. Не знаю. Так. Здесь мы можем гоблинам отхилиться. Смотрите, у нас здесь рядом как раз домик есть, в котором плюс 50% хп. То есть на следующий ход он уже будет отхиленный. Просто ждем 1 ход.
И все. Так, этот гоблин тоже получил по щам. Здесь хилиться негде. Но, в принципе, можно по краю здесь пройти. А можно, наверное, попробовать вот сюда куда-нибудь завернуть. Прощупать налево проход. Я, если что, карту не знаю, я этим кайфую. Что я карту пока... А вот они снялись с охраны, но тут все равно толку нету. Куда идти? Между нами раз-два, они меня видят, скорее всего. Ух ты, а это что такое? Непроходимо, я понял. Я думал, там что-то лежит, а там ничего не лежит. Так, это один ход? Один ход. Ух ты, куда-то я далеко, слушай, забираюсь. Тут так круто, так красиво. Раз, два. Раз, два, три. Может, слушай, сюда встать? Раз, два, три. Между нами 3 клетки будет. В Т это безопасно, если между нами 3 клетки. Ну, или гекса. Может быть, и тут безопасно будет. Потом так раз-раз пробежим. Если он с птичками сейчас будет драться и проиграет. Надеюсь, будет драться, проиграет. Так. Лучник. Что я хотел с ним сделать? Можно, кстати, лучником пока сюда сбегать, сгонять. Раз у нас гоблин здесь пройти не может. Сейчас лучником пройдем. Чаще прячь юнитов в горы и реки, чтобы бродячие отряды не доставали. Кстати, домики своих подаванов тоже не так строить выгодно, чтобы не дергаться на... Идеальная идея. Так, за рецепты ничего не дают, просто чтобы самому не забыть. А, вон что. Своеобразно думающих. Так, понятно. За рецепты, в общем, просто чтобы удобнее смотреть было, понятно. Ладно, то есть, если я вот сюда встал, то те, кто плавать не умеют, они разве на меня не смогут напасть? Ну, по идее, правильно, они же на воду не могут пройти. Блин, здорово, слушай, а я думал, они могут напасть. Ну, если не могут, то это же замечательно. Так, хорошо, кремень скоро будет готов. Я что-то чары никакие не кастую, но я думаю, нам смысла нету что-то кастовать. Мы только коррозию изучили и огонек. Огонек нас пока не просили. А, кстати, все равно же надо будет огонек, да? Давайте скастуем. Пусть он у нас пока тоже работает, разведывает территорию. Вот мы отсюда его кастанем на своей территории, владениях, на своих владениях. И отправим его изучать там что-нибудь. Пусть тоже летает. Так, конец хода. У нас лучник готов. Первый. Так, а у нас сколько? 4 человека в отряде. Так, в послании вашего учителя говорится об источнике всеогня, который он обнаружил неподалеку от здешних мест. Теперь, когда вы обосновались в его башне, пришло время поискать этот источник. Вы с нетерпением прочесываете письмена в поисках любого намека на местонахождение. Он должен быть недалеко от башни. Угу. Но как получить доступ? Ну как? Берешь, крафтишь светлячка, огонька. И получаешь. Вот он. Блин, далековато, ну и ладно. Зато территорию здесь захватим вот вместе вот с этим алтарем. 10 ходов будет приносить нам по 3 маны. Вот этих 5 ос надо будет как-то убить. В ваших рядах пополнение. Приветствуем нового лучника, эльфа-лучника. Ах, эльфа. Так, первобытный лес, да. А, не. У нас сейчас пока прерывать не буду заклинание. У нас тут лучник. Ой, лучник. Кстати, 4 места. У нас сейчас будет готов гоблин-шаман. Мы сделаем светлячка. И сейчас еще одного лучника тогда гоблина запланируем. Сделаем светлячка. И вот втроем получается... Подожди. Вчетвером. Да, вчетвером. 2 лучника, вот они будут у меня. 2 лучника, светлячок. И и гоблин-шаман. Вчетвером, как раз вчетвером. Они нападут, попробуют вот это захватить. Ну тут 200, я не знаю, смогут или нет.
Усталость доступна для... А, кстати, исследование я не выбрал. Что там дешевое у нас? Вот это. Приветствую, ценник, приветствую. Камнями закидает, пока ты в воде будешь сидеть. Надеюсь, нет. Всеогонь, последователь Заратустры. Заратустра. Наверное. Залутал-то. Последователь залутал-то. Так. Неизученное место, слушай. Хочу я его изучить. Блин, что-то валяется. Ты хочешь залутать, а это, оказывается, ничего не валяется. Просто руины какие-то. Так, следующий. У нас восстановился почти... А что так плохо восстанавливаешься? Не понял. У тебя же больше половины хп было. Плюс 50%. Не понял. Что-то он меня, по-моему, накалывает, этот гоблин. Так, а мы с вами, наверное, отправимся пока... Блин, может быть, сюда тогда отправиться? Давайте сюда отправимся. В эту сторону. А то у меня тут светлячок-то не полетит. Я так чую пока что. Серафиму уговорил. Так. Зачем кремень нужен? Какая-то странная стратегия. Это ж ты что, не видишь гексы? Гексы, бегаем отрядами, все нормально. Только тут ограничение в одном отряде пока 4 человека. 4 монстра, которые тоже качаются, кстати. Так, что, мы успеем тут пробежать или не успеем? Они, смотри, подошли и встали обратно на охрану. Ну, можно, конечно, попробовать проскочить. Они нас, если толкнут, то толкнут вперед. Птиц я уже не вижу. Главное, чтобы там, блин, никого не было. А то эти толкнут, потом эти толкнут. Не, ну его нафиг, не пойду я туда. Меня там точно заклюют. Слишком опасно. Ради этой маны. Так. Так, ингредиенты. Для чего мы кремень делали, ребят? Для того, чтобы выполнить, во-первых, квест, а во-вторых, проапгрейдить наши ингредиенты в более высокий тир. Вот смотри, кстати, бомба не является более высоким тиром, но тут мы получаем 2 бомбы, да? Вот это плохо. Кремень имеет 2 эссенции. Вот 3 штуки крафтим в один ингредиент, который 2 эссенции, а тут в один ингредиент, который 1 эссенцию имеет. Вот это как-то странно. То есть я те же ресурсы, а эффект другой. Как так-то? Почему? Просто мех поменял вместо пепла, и у нас уже бомба получилась. Нифига себе здесь приколы. Так тут сколько этих рецептов тогда получается? Ну давайте крафтить. А вот еще можно вот эту штуку было. Корень какой-то, катализатор. Вот мех убрали, все равно бомба. Интересно. Чисто из пепла, когда делаешь, что кремень. Во! Нет, я, наверное, буду тогда чистые делать. Так, ну тут паёк. А если паёк с пайком? Все равно паёк. О, а если с питьевой водой? А, вода, она что, фиолетовая? Не понял. Вода вроде не фиолетовая. А почему? Я не понимаю, что происходит. Вода растворяет одну эссенцию, что ли? Во как. Точно. Любую эссенцию растворяет. Одну.
Вот смотри, 2 эссенции кинул, одна осталась. А, вот, написано же, снижает все эссенции на одну. Все на одну. А, все вот имеется в виду стихию, жизнь, аркану. Вот это имеется в виду, все на одну. Все понятно. Короче, вода фигня. Это надо катализатор избавляться. Продавать его можно за деньги, наверное. Читай описание воды же. Не психуй, Серафим. Я просто нуб. Я понимаю, что это бесит. И сам такой. Мех разодранной крысы. Не уникальные рецепты. На уникальные нужно 3 определенных ингредиента, а не уникальными рецептами важна только эссенция. То есть мы кремень — это уникальный рецепт, что ли, получился? Все понял. Блин, ну мне теперь эти рецепты хочется все повыводить, но это же с ума сойти. Грибы берсеркера не хочу. Так, ладно, будем пока тупо крафтить. Пайки. Это все-таки... Какой-никакой хил. Ну, блин, хочется что-нибудь еще открыть. Ну, пока ладно. Пока не будем открывать. Пока ничего не нашли толком. Ай. Вода очень ценный предмет. Не продавать ни в коем случае. Серьезно, что ли? Кстати, Дар, ты говорил, что нет уровня высоты в бою. У меня у лучника... Писала в уроне. Да, есть. Я знаю, я помню. Я тогда это говорил, потом я в этот же день нашел, что там есть повышенный урон от того, что выше. Причем там 3, что ли, уровня высоты было. Там вообще прикольно. Урон с возвышенностью, все верно. Так, если самостоятельные попытки разобраться неудачно, читай мануал. Вот вы думаете, для чего я чатик читаю? В чатике есть мой мануал. И лучше всегда, когда есть те, кто поделится своими знаниями. Вот я эту практику приобрел, когда на железную дорогу устроился работать. И у нас там был свой железнодорожный интернет. И вот в этом интернете сидели все бездельники. Ну как бы, вот там я понял, что не обязательно все запоминать. Достаточно задать вопрос, и тебе все скажут. Вот это очень крутая штука. Так, отступаем. С тех пор я этим люблю пользоваться. Столько свободного места в голове. Пустого, так скажем. Ага. Светлячок мы его здесь сделаем. Ой, не так. 3 персонажа. Ну и вот 4-й. Блин. Сколько вот у нас? 202 хп. Может уже дождаться лучника? Шут его знает. Так, лучника, наверное, еще будем крафтить еще одного. Потому что, я так понимаю, сейчас они у нас отлетать пачками будут, эти лучники. Так, и вообще можно 2 отряда сделать. Че я парюсь-то? А мы здесь попробуем нашим спрыгой. Как-то там, забыл уже, как еще придумали. Залутать эту крепость. Мана есть. Мана и ингредиент. Вот еще я вижу лут. Ну там, по-моему, охрана бегает. А вот и лут. Давайте сюда. Так, гоблин у нас здесь наверх пошел в разведку. Наверное. А вот что-то блестит. Нет, там золото. Жила горной меди. Это медь. Пока лута не вижу, побежим наверх. О, братский крик о помощи. Вас ждет приключение. Ну-ка, пойдем посмотрим. Что за приключения? Я вообще не знаю, смысл есть их брать или нет, эти приключения. Ну, вроде противников нету, можно добежать. Так, этим гоблинам не получилось нам сюда пробиться, ну да ладно. Пойду все-таки дальше вверх. Во, лут нашли.
Все, что ли? Всеми походил? Так, что там по постройке? Нам 45 золота надо. Ага, 45, точно. Пока мало. Неделя сатаны. Сатана — это нежная хранительница страданий. Дарует свое целительное прикосновение всем существам Айнора. Все ваши группы имеют плюс 100% ежедневной регенерации. Магазины обновили ассортимент. Короче, реген лучше стал. Хорошо. Недалеко от вашей башни вы заметили фигуру в капюшоне, наблюдающую за вами из-за деревьев. Неужели Круг уже знает о вашем присутствии здесь? Опасность может быть ближе, чем вы ожидали. Мне надо больше охранников, игра нам как бы намекает. Вы знаете, что местное ополчение держит сторожевую башню недалеко отсюда. Возможно, вы сможете получить там помощь. Давайте там поговорим. Мощность у них вряд ли сильная, но тут два типа сидит. Сначала все равно сюда. О, у них 205, а у нас 202. Мы должны проиграть, по идее. Но может и не проиграем, может быть все получится. Здесь вас ждет главное приключение. Никаких вроде бы бонусов и дебонусов нету. Так, а у нас есть эти всякие глифы? Нифига у нас нету, да? Приблизившись к месту расположения узла всеогня, вы обнаруживаете, что он оживленно гудит. Рой насекомых овладел им, несомненно, привлеченной манящей энергией. Алхимия. Используйте бальзам, чтобы разогнать их мирным путем. Серьезно, что ли? Ух ты! Разогнав гигантских насекомых, вы с нетерпением приближаетесь к месту, где сквозь землю пробивается свечение, пульсирующее надеждой. Подойти ближе. Перед вами величие всеогня. Его первозданная необузданная энергия поет для вас. Позвольте огоньку слиться с узлом и изучить его. Вам едва удается отвести взгляд от чудесной энергии, настолько сильно ваше желание прикоснуться к источнику. Вы сдерживаете себя, сосредоточившись на том, что можно узнать, наблюдая за слиянием. К черту крюк! Ой, точнее, круг. Я покорю всеогонь. Всеогонь будет покорен. Так, слияние. Пошло. К черту крюк. Атос отлетишь, они быстрые и не дадут пострелять. Серафим поздно предупредил. Мирно забальзамировали. Так, Серафим, я не так. Что пишут Серафиму, читать уж не буду, а то зависну в чатике. 20 лайков уже набрались, осталось еще 10, и мы гарантированно будем следующую серию снимать. Так, между нами с волком две клетки. Нападут они на меня или не нападут? Насчет наподдадут, не наподдадут, тоже вопрос. Мы скоро объединимся с нашим гоблином. Точнее, эльфом-лучником. Короче, это эльфы, ничего вы не понимаете. Мы же в эльфийских лесах. Так. Давайте сразу следующего крафтить. Если что, мы их просто лишних распускать будем. Правильно? Мы же можем. Мы ничего не платим за крафт, за создание. Вообще идеально, мне кажется. Так, мы не всеми еще походили. У нас есть еще стрига, елки-палки. Так, который вот сюда шел. Что-то не хочет он по земле идти, странный человек. Точнее, не человек. Отлично, никто не охраняет. Тайник с сокровищами. Обожаю сокровища. Вот я люблю игры с сокровищами. Это знаете, как в детстве киндер-сюрпризы были. Вот обожаешь эти киндер-сюрпризы до тех пор, пока не открыл. Открыл, все, нафиг он не нужен. Положил куда-нибудь и все, он валяется у тебя. Но пока не открыл, вот это. Самое главное, это предвкушение. Даже не важно, что там внутри. В итоге будет. Так, вы слышите крик о помощи, который разносится по деревне. По улице бежит дворф, хаотично размахивая
руками и указывая себе за спину. Похоже, никому нет до него дела. «Помогите! Тролли! Нам нужна помощь! Пожалуйста, кто-нибудь!» Судя по безразличию, застывшему на лицах жителей деревни, вы понимаете, что это должно быть один из гранитных дворфов Наргейта. Сделать глубокий вдох, рассказать нам, что случилось. Дворф вытирает кровь с глаз, текущую из пореза на брови. «Я там, в Норгейте. Тролли из Ригангор. Пожалуйста, помогите моей деревне, убейте троллей!» Совершенно обессиленный, он падает в обморок у ваших ног. Вы должны... Блин, написано должно быть... Мы должны добить беднягу. Нету такого. О, выверните его карманы, прежде чем мы уйдем. Ребят, голосуем. Первое, помогаем гному. Второе, выворачиваем карманы. Как вы считаете, что мы должны сделать, как истинные гоблины? Первое, помогаем гному, Себас говорит. Блин, ну придется помогать. Ладно, помогаем гному. Что-то где-то должно было появиться, но я этого не вижу. Так, вас ждет приключение. Разблокируется, когда ваша башня будет близко. Пока смысла сюда идти нету. Тут больше ничего нету. Ничего здесь больше нету. Ну ладно, это мы зато обыскали. Больше здесь смотреть не на что. Пошли направо. Так, охрана какая-то. Надеюсь, ей до меня не будет дела, 2 клетки. Ты все? Ты все. Так, а вот здесь лут. Семь золотых. Красота. О, пошли налево. Настоящие герои ж ходят налево. Тут везде тупики, тупики, тупики. Опа-на! А здесь можно нанять же героя, правильно? По-моему, да. Слушай, а как нам туда добраться? Попробуем снизу. Потому что тут сверху вроде как горы, 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 горы. Наверное, снизу можно будет вон там как-то пройти. Попробуем снизу добраться. Нанять героя, это вообще это важно. Котик-обормотик, здравствуйте. С Первомаем вас. С Днем солидарности всех трудящихся. Точнее, всех трудящихся мира. Так. Чё, у нас нету больше? Я бы еще кем-нибудь походил. Закончились ходы. А, вот что мы можем еще скрафтить что-нибудь. Давайте посмотрим, что у нас тут есть интересного. Ну вот, одинакового больше ничего у нас нету. Ничего. Шеньки. А если мы так сделаем? Паёк в паёк переведем. Зашибись. 3 паяка в 1 паёк. Ай. Могу что-нибудь замутить оранжевое, кстати. Тыква. Кремень. Вот так. Еще одна тыква. Эликсир доспехов земли. Дает умение в бою каменную кожу. Физическое сопротивление 50%. Что-то фигня какая-то. Столько ресурсов сейчас изведем. Ну пофигу, зато будем знать, что это крафтится, да? Давайте попробуем. С праздником, товарищи! Ленин всех послал на 1 мая. Ой, так. Мы сегодня добрые. Максим Сергеевич только про шмонать написал. Так, что, все что ли? Так, все. Я хотел здесь еще попробовать лес создать. Но нам пока не к спеху, конечно. И маны нету. Ладно, пока не будем. О, напали. Между нами 2 клетки, по-моему, было. Отступаем.
Ты что, на светлячка? Он же там сливается в экстазе там. Блин, ну придется их убить. Хотя они тут... Первого тира всего! Они первого класса. А чё я их боюсь-то? Сейчас я их буду убивать. Ой. На меня волки напали. Волки быстрые, лучникам хана. Кто мне сказал лучников, блин, нанимать? Насоветовали тут все. Осы быстрые, волки быстрые. Кто тут, против кого лучниками-то играть? Против мертвых? Они не такие быстрые. Против зомби? Против кого? Так, вот я чем люблю Age of Wonders 4. Там можно нажать автобой, и если не нравится, то поиграть вручную. Здесь такого нету. Фу. Че, поехали вручную, потеряем по барабану. Вообще как бы, да? Скорее всего, потеряем. Давайте нафиг отступим. Будем только это, превосходящими силами нападать. Ну его нафиг. Я чё, блин, меценат, что ли, тут кормить волков своим телом? Так, помощь завершена. Надо только сейчас грамотно все это сделать. Мгновенная помощь. Плюс 25 ежедневное восстановление с помощью магии. Все группы в выбранном отряде. Вот это мы сейчас можем накинуть. О, еще целый ход. Да ну тебя нафиг. А почему целый ход? А, потому что у нас мастерство плохое. Все понятно. Так, давайте что-нибудь изучим. У деревьев есть глаза. Так, 40, 80. Тут все изучили. 120. 40 самое дешевое. Так, давайте глаза деревенские изучать. Точнее, деревьячие. Энтов создаем. А вы что думали? Так, а что у них хп фуловое? А как так-то? Что-то я не понял. Баг, что ли, в игре? Кто-нибудь понял? Я не понял. Мы же сейчас отступали. И у нас там по хп... А, плюс 100% регенерация. Нифига себе. Вот это прикол. Вот это замута. И ты фуловый? Нет, ты не фуловый. Так, волков я вижу. Волки, кстати, могут с этими подраться. Можно подождать. А можно не подождать. О, пошли вот сюда. Спрячемся. Тут какой-то бонус есть. А можно вообще бы было на свою территорию спрятаться, но они, по-моему, туда не добегут. Не увидят нас, что мы там сидим. Вот. Мы всю армию собрали здесь. Тут у нас прикосновение тиары. Каждый ход на случайные позиции на поле боя появляется метка. Если группа заканчивает свой ход на этой метке, она получает прикосновение тиары, которое полностью исцеляет, короче, персонажа, который прикоснулся к этой метке. Замечательно. Абсолютный хил. Можно, наверное, даже напасть отсюда. Она будет работать или не будет? Так, волки сожрут сейчас мужиков и все. Не, давайте нападем. Может быть, что-то кастануть сможем. За 8-то у нас что-нибудь хватит? Нет, тут девятка. Девятка. Неделя плюс 100 к регену. Да-да, за гномов-ремесленников. Надеюсь, мы гномов найдем вообще здесь. Микрить не вариант. Микрить. Не знаю, что такое микрить. Тосты от котика пошли. Так, ладно, попробуем, наверное. У нас 177, у него 154. Не, ну что, мы лохи, что ли? Легкое поражение. Не, ну мы так-то лохи. Ну давайте попробуем, вдруг получится. А они какого тира? А вдруг они второго волки? Нафига я на них напал? Ой, все. Ну я так не играю. Ты, ремесленники празднуют. Так, смотрим. А зачем они обороняются? Они что, дураки, что, точнее умные, что ли? Нет, первый класс. Смертный зверь. Ну, надеюсь, смертный. Итак.
Говорят, сначала надо изучить своих противников. Хотя, что их тут изучать? Физическому сопротивление. Да у них всему сопротивление хорошее. Так, ну что, мои верные лучники, стрелки, нагибаторы, нагибущие. Как будем биться вообще? Так. Радиус 5 клеток. Это нам надо в зону агро зайти. Я уже забыл, мы тут потом отступить-то не сможем после выстрела, точно. То есть это нам надо как-то стрелять с одной стороны. Может быть, как-то вот здесь собраться за этим забором, чтобы вот по очереди по одному их выстегивать. Им сейчас тяжело будет пробегать. А может и не будет тяжело им пробегать. Блин, жалко здесь это... В наблюдение нельзя вставать. Что у меня там есть швырнуть? Съесть целебный корень. Съесть паёк. ХП мы можем себе хилить. Давай, наверное, вот так встанем. Да, в линию. Гоблинов впереди. Хиллера позади. Как-то так. И пусть, блин, пытаются, нападают. Вообще бы в идеале за забор, ну ладно. Он тут подбегает, как бы. Так, давай-ка, наверное, все-таки... А, он и туда подбежать сможет. Давай сюда, наверное. Во, вот так станем. О, сейчас я вдуплюсь. Как тут играется, какая тут механика в игре. Ох ты ж, гад, забор, чё-то ему не угодил. Взял забор, сломал, гад. Именно так ты и играешь. Чего? Микрить. В смысле, как чё? Ничего не понял. Микрить, микроконтролить в играх для победы даже в самых невыгодных ситуациях. Так а я всегда так играю. Правильно Циник тебе говорит. А как по-другому? Всегда же... А как ты не будешь микроконтролить? В этом и есть суть. Хе-хе-хе, кто сдох? Вы сдохли. Так, а мы попробуем назад отбежать. Раз, два, три. 3 хода у него, да? Вот сюда он, то есть, не встанет. Ему вот эти помешают. Угу. И этот не встанет. Отлично, вот эти танкуют у меня, получается. Пока мы тут... А этот все равно добегает, так что ты ж подлец-то какой. Раз, два, три. Ага, то есть если я вот так встану, то будет лучше. Чуть-чуть. Может даже вот так встать за спину. Все вместе, кстати, если что, потом лечиться будут нормально. Ой, походу сейчас мы все умрем. А, хилиться надо было. Погоди, погоди, жри. А, не сожрал. Это ходов не хватило. Ой, дураки. Все равно сожрали, гады. Все равно сожрали. О, так мы выиграли, что ли? Фу ты, лошары вообще. Я не знаю. Вы на кого поперли? Вы на меня поперли. Кого качать? Лучников, наверное. Блин, надо было еще отхилить.
Вдруг бы опыт дали за хил. Схватка бы рацион и встал в оборону. Схавал бы рацион. А че его хавать? Там же на хил он только. Он же не на этот. Не на броню рацион. Бей шерстяную гадину. Что крестьянам забор поломало. Да не говори. А я тоже за забор, кстати. За забор и за Сашку. Блин, потеряли лучника. Прокачивали его. До первого уровня докачали. Потеряли. Как мы тебе? Ну, помянем Жору. Так. ХП. Да. Мне бы на урон, ребят. Броня, регенерация. Скорость. Золото в качестве дополнительной добычи после каждой выигранной. Конечно. Это вообще без вопросов. Это мне хомяк приказал. Тут, увы. Так. А что мы делаем? Он сейчас на меня нападет, поди. Прикроемся. Во! Это у меня все рассчитано. О, так мы даже напасть можем. У нас есть же тосты, короче, вкусняшки всякие. Мы сейчас отхилимся. Во время нападения, наверное. Вон еще гоблин есть. Уже идет на помощь. Гоблин спешит на помощь. Так, и сейчас мы вторую битву сыграем с вкусняшками. Так, ну, легкое поражение до сих пор. Сейчас второй забор сломают. А, кстати, этих приколов-то не было. Метки из Сильвана или кого там. Метки сатаны какой-то, не помню. Которая хилит-то. Значит, работает только та область, на которую нападаешь. Так, ну короче, вы жрете. Это я знаю. 15 здоровья. Опа! Все, четко. Так, теперь надо как-то их убить. Я думаю, они сами ко мне придут. Вот они как-то вот, наверное, подойдут. Сюда, наверное, встанут. Вот. Так что можно, в принципе, вот здесь и расставляться. А, вот это лес, не лес. Кстати, а как узнать? Здесь броня будет, не будет? Лес это или не лес? Блин, вот этого вот в игре еще не хватает. Тут нифига нету подсказки. Ну ладно. Как-нибудь разберемся. Владислав Крылов, кстати, у нас подписался. Я даже его и не поблагодарил за подписку. В общем, благодарю лучше позже, чем раньше. Так. Можно, в принципе, в лес расставиться. Это тоже тема. Мы их, конечно, и так ушатаем. А вдруг не ушатаем? Так, ты иди сюда. Не все добежали до леса. Ну ничего, потом добегут как-нибудь. И вообще лучникам не надо рядом стоять. Они когда рядом стоят, по ним проще попасть. Вот гад плюнул в меня. Так, а это же которые не арбалетчики, это же просто лучники. Да, это просто лучники. Так, что мы делаем? Теперь мы наоборот на эту сторону перебегаем все. И эти обламываются. Сейчас этих убиваем потихоньку. Так, поехали. Ты только хилить умеешь, что ли? Не, ну серьезно вы живучие парни, а? По вам все отстрелялись, а вы до сих пор живые.
Гоблин, чуть мы его не грохнули. Хилл завершает ход группы. Тогда нафиг. 5-8. Он в рукопашную хорошо бьет. Ух ты, а чё вы так это самое далеко? Далеко и неудобно встали. Да и шут с вами, отсюда постреляю. Нет, что-то вообще нифига не нанесу. Но эти все равно не добегают, нормально, отсюда постреляем. Вон, по лучникам, наверное. Нет, надо вот этих выносить. Блин, они меня снесут. Они меня снесут, это точно. Если наоборот в атаку пойти. А если за лесом стоять, а не в гексе с кустами. Если за лесом, то плохой прострел. Не увидел защиты в лесу. В лесу защита от дальних. Так. Ладно. 2 атаки по этим. Или 2 атаки по этим. Блин, ну эти ближнего боя. Вон, видишь лес перед нами, вот этот вот. Из-за него половина глазика только. 50% урона. Если я в лес залезу, то 100% урона будет по нему. Это близко. Хотя нет, в принципе, могу сюда встать. Но я тогда умру, вот этим гоблином точно умру. А урон точно такой же нанесу, что отсюда. Что оттуда, что отсюда. Отсюда вообще четвертичный урон. Ну блин. Во, отсюда нормально. Зараза живучая. Танкуй, светлячок. Танкуй как не в себя, родной. Фокуса у дурачков нету все равно. Противник что-то дохаживать не стал. Что-то не понял. А, не подошел, 2 раза ударил. В принципе, все правильно. Почему-то не сразу исчезли его эти финтифлюшечки всякие. Жрем. Че, я зря крафтил? Выстрел нормальный, кстати. О, а я так и хотел. А теперь через лес. Вот мы в лес встали. Он по нам плохо будет стрелять, а мы по нему хорошо будем стрелять, потому что мы в лесу, а он нет. О, и он по нам стреляет, как я и говорил. Так, давайте попробуем захилиться хотя бы, а то чем это? Чем это мы не хилимся-то вообще? Так, грибы берсеркеров надо кушать. Кушать надо регулярно. Нубиара бои проводит уже моей бабушки на правах юмора. Чё? А, хуже твоей бабушки играю. Ну да. По-любому. Надо подняться наверх, используйте перепад высот. Ты забыл. Да куда тут подниматься? Вон, пятачок. У шарика как бестелесного сопротивления к физи... А, у шарика сопротивление же. Точно. Но я, правда, это не знал. Но я же реально это сделал. Сыграл-то, да? Все поверили, что я типа знал. Так, ладно. Хорошо. Так, где еще? Где-то 8 лайков затерялось. Успеем? Сколько у нас до конца стрима осталось? Ой, что-то не знаю, долго считать. Час играем уже. Час 19, да? Короче, еще играем час 40. И за это время надо набрать, успеть 30 лайков. Тогда будет 2-я серия, продолжение. Так,
Напоминаю. Если в записи смотрите, пожалуйста, делайте 50-й лайк. Так, продолжаем. А то что, блин, люди потом в записи будут смотреть, а лайкать не будут. Тоже непорядок. Мы 2 группы разбили. За это грех лайк не поставить. Ладно, объединяемся. Теперь уже никто, надеюсь, не помешает. Мы тут всех убили. Одни остались. Гоблин к нам присоединится. Заменит почившего товарища. Кстати, ничего по левелапу не дали. Вот это обидно. Пять золотых. О, что-то залутать можно. Раз в неделю можно летать. Да пофигу мне на эти полеты. Не наша территория. Сейчас все тут залутаем. Вот тут еще залутать можно будет. Крылья получили. 4 хода и собрали. Так, куда я тут шел? Сюда, да, и мне дали по щам. Кто-то мне тут... А, вот отсюда дал кто-то по щам. Вспомнил я. Давайте попробуем здесь пройти. Вот тут через реку проходит. Видать, река другая. Не такая полноводная, как та, что слева была. Так, ладно. Блин, что-то подлагивает игрушка. Так. Опа! Делал я себе таких боевых троллей. Прикольная штука. ХП как не в себя. 220. Плюс реген. 10 заход. О, лут, лут, лут. Я бы, конечно, мага боевого предпочел, но пока тролль куда-нибудь не свалит, даже не знаю, как нам быть. 10 маны. Ну, давай пока посмотрим, что тут вокруг есть, что лежит. Плохо, а что хорошо. Так, 35, то есть мы можем, в принципе, уже прокачать исследования, да, себе в городе. — 25. Или не качать пока. Плюс 5 исследований в день. Ну, чё бы нет. Одну штуку можно, я думаю, сделать, построить. Маленьким дрищам дали по щам. Нифига себе маленьким, они такие же сильные были, как мы. Причем вместе они намного сильнее нас были. А мы смогли, мы справились. Но Биараба и так. Это читал уже. Отступая в нужную сторону, пока неделя на реген. Кстати, а это же умная мысль. Блин. Точно. Сейчас мы будем пинками от троллей отступать в нужную сторону. Я там, видишь, территория неизведанная. Вдруг там кто еще пнет. Поздно ночью вас разбудил неистовый стук в дверь. Ага, к нам пришел первый последователь. Налкис из Коннаха. День пути отсюда, там недалеко есть башня, которую силы круга давно используют в качестве базы. Я уверен, что именно туда они свезли страницы с самыми ценными исследованиями нашего учителя. Я сумел собрать несколько бывших слуг нашего мастера, но наших сил недостаточно, чтобы справиться с приспешниками круга. Я умоляю вас, пожалуйста, помогите мне защитить его наследие. Клянусь, я не подведу его снова. Я даже готов встать под ваши знамена, если вы поможете мне вернуть его записи. Вместе мы сможем одолеть силы круга. Работа нашего мастера должна быть спасена. Давай ради нашего учителя. И мы получили еще 3 Да ладно, нифига, целую армию взяли нормальную. Жесть. Босс. Ой, что-то у него, да? Но у нас артефактов никаких нету. Глифов тоже нету.
Ну вот его будем качать уже как не в себя, и нельзя его терять. Он хилить умеет. Постройка обители, кстати, я забыл. Сейчас будем строить обитель сразу. Что-нибудь добывать. Сильный разум, невосприимчив к контролю. Сопротивление белой магии. Он ментальные болты, то есть как огонек стреляет. Так, у нас эльф наконец-то появился, настоящий, а не зеленый. Эльфийские рейнджеры 2-го класса, офигеть. Залп. Фига, 43 урона. Обычный 28, а залп, наверное, с КД. В каждой группе врага вокруг позиции в 5... Офигеть, 4 фокуса требует. Правда, один раз только можем сделать, но это такой мощный буст просто. Он еще и последователь бесплатный у нас. Нельзя его терять. Магия смерти боится. Понятно. Волчонок это 1-го уровня. Ну и гоблин это наш, походу, который здесь сейчас появился, скрафтился. Так. Можно сюда вместо гоблина, конечно, посадить шамана, но я думаю, смысла в этом большого нету. Пусть они отдельно бегают. Куда-нибудь вон туда побегут. А может быть даже помогают. Потому что тут сейчас, наверное, двойная битва какая-нибудь будет. Пусть возвращаются на помощь. Вдруг мы не снесем первую атаку. Не сможем снести. Так, и стоит, наверное, здесь залутать заставу ополчения. Немножечко апнуть героя. Тут у нас что-то мигает. Нам показывает, что поток магии можно чуть-чуть изменить. Это у нас что? Следующий уровень быстрее мы получим, да? Нам надо 9. Или сколько? 9 до следующего уровня нам надо. Так, одну в ману тогда, 9 сюда. Сейчас получим, а потом уже что-нибудь другое распределим. Так, это мы все прочитали. Прочитали. Тут можно запланировать еще кого-нибудь. Мясо какое-нибудь. Деревенская собака, не волчонок. Серьезно, что ли? Волки! Где ты деревенскую собаку прочитал? Обманщик. Последователи и герои со свойством follower и не жрут доход. Ну да. У нас 5 человек жрет... 6 человек жрет доход. Наверное, те, кого мы наняли. Так, этих мы скоро вернем. Эти у нас могут что-нибудь сделать. Что-нибудь эдакое. Давайте сюда сходим. Несколько солдат слоняются без дела. 5 золота. Предложите им золото, чтобы они вступили в ваши ряды. 5 маны. Впечатлить их магией. Так, давайте за золото. Предложите им больше золота. Так, подожди. Бородатый мужчина, помятый на нагруднике, почесывает голову. Не знаю, у нас здесь неплохая жизнь. Барону все равно, чем мы занимаемся. Город платит нам зарплату, и никто нас не беспокоит. Ваше дело очень похоже на опасную работу. Слава им точно не нужна. Я думаю, еще больше золота им может понадобиться. Фолловер — это подписчик. Да, на Твиче. Совершенно верно. Так, давайте больше золота предложим.
Командир с жадностью смотрит на мешки с монетами. Думаю, у тебя их достаточно, чтобы это стоило наших усилий, отвечает он. Солдат начинает собирать свое снаряжение. Веди, маг. Мы последуем за тобой хоть в ад, хоть в рай. Но лучше в рай, где есть выпивка. Так, смотрите, у нас есть человечек. 2-го класса, кстати. Не зря я заплатил. Арбалетчик. Человечек-то не просто человечек, еще и арбалетчик, который тоже первый шот делает прям как надо. Так, это то есть мы можем гоблина-лучника нафиг вывести. Шел нафиг с Новым годом. Иди в башню. А, кстати, а зачем тебя в башню? Иди сюда. Мы наоборот сейчас этих обратно в башню заведем. Он успеет добежать? Вообще нет. Как тут посмотреть? Никак. В башне-то драться безопаснее. Во! Фон, кстати, зелененький у 2-го тира. Или мне кажется? Или это не у всех зелененький? У 1-го синий. Ну-ка сейчас проверим. Нет, у гоблинов там серенький какой-то. У этих тоже непонятно какой. Ну ладно, значит показалось. Я думал, у всех 2-го тира зелененький. Было бы удобно. Здорово, мне нравится, не зря деньги отдал. Сейчас мы чуть-чуть еще вернем. Так. Сибас отошел на полчаса. А тут уже хаос появился. Ну, блин. Пришел к нам, понимаешь ли, постучался вот этот тип, а за ним гнались вот эти типы. Пришлось принять. Это только что произошло. Фон, скорее всего, от фракции. Ну, блин, эльф, человек. Эльф вон написано. Человек. Вряд ли от фракции. У них, смотри, сзади одинаковая. На одинаковой площадке стоят. А, так они все на одинаковой площадке стоят. Даже этот на той же самой. Ну, не знаю. Короче, собаки будут это... Ой, собаки. Волки разменной монетой. Уж этот Максим Сергеевич. Собаками их назвал, теперь я их тоже собаками буду называть. Так, ладно, пойдет. Так, здесь мы с вами лутаем. 15 исследований, хорошо. О, какой-то город нашли. Что-то знакомое, видел я его уже. Так, сюда нельзя, там охрана. Опа-на. Еще книги. Семиград. Столица королевства Хаймарк. И резиденция его короля. Семиград, то есть 7 городов вместе, наверное. А нет, 7 башен, защищающих его, являются символом безопасного убежища для эльфов и дворфов, которые даже имеют представительство в Совете. Известный своей великой библиотекой и талантливыми алхимиками, Семиград долгое время был силой, поддерживающей мир и стабильность во всей Фиаре. Мы должны кому-то уже опять. Только пришли, уже кому-то должны. Ох уж это жизнь. Вас ждет приключение в трактире. Не, ну кто я буду, если туда не загляну? Кем я буду? Так, что, пошли пинки получать? Пока неделя не закончилась. По совету Серафима надо идти и получать пинки. Вот он нас, кстати, видит. Между нами одна клетка. Сейчас он нас пнет далеко. Надеюсь, медведи нас вперед не пнут. Блин, еще медведи оказались. Все, здесь мы закончили. Так, чары не трогаем. Поехали, конец хода. Волки позорные. А если встать на мост, чудище не пройдет? Кстати, да, наверное, не пройдет. Тролли нас пнули тролли, замечательно. Отбежали. Чудище прется. Во, захватили. Мы теперь ману добываем. И все огонь добываем. Класс. Так, ну давайте сначала здесь разберемся. С таверной. Тут вроде безопасно. Кстати, можно задание, да, взять? Вы въезжаете в маленький городок, где дома представляют собой не более чем лачуги. Лишь одно здание выделяется на фоне других. Трехэтажное, с белыми стенами. Я, кстати, живу в трехэтажке. На 2-м этаже, во. Так что это, наверное, мое здание. Без сомнения, это дом знатной семьи. Видали? 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 Вот, знаете.
На изящной ограде висит объявление. Леди вознаградит любого, кто отважится очистить ее дом от нежити из темной пади. За дополнительной информацией заходите внутрь. Пойдем внутрь. Вы оказываетесь в просторном коридоре. Двойные двери ведут налево и направо. К вам подходит юноша в одежде слуги. Вы пришли очистить дом? На вид вы тот, кто нам нужен. Госпожа предлагает мешок с золотом тому, кто справится. Он указывает на большой деревянный ящик, украшенный железом. Требую половину вперед. Это мешок золота. В мешке 4 золотых, походу, лежит, да? Мешок. Мальчик задумывается, затем уходит. Вы слышите приглушенные голоса. Затем он возвращается с пожилой женщиной. Она достает серебряный ключ, отпирает шкатулку, передает вам часть золота. Возвращайтесь к нам, как только сможете, но будьте быстрее, госпожа не очень терпелива. Ой, эти квесты, которые подгоняют, я никогда на это не покупаюсь. Хоть заподгоняйтесь, я не буду торопиться. Так, все, квест мы взяли, пошли в Семиград квест брать. Семиград. Врата темной пади. Взять. К одним из деревянных ворот города было прибито большое объявление. Призыв ко всем храбрым гражданам Хаймарка. Ну дальше можно не читать, это нас-то не касается. В смысле, я же не гражданин Хаймарка, а вы что подумали? Нежить из темной пади наводнила владение нашего короля, сея хаос. Корона обещает большие награды храбрым душам, которые отважатся пройти через проклятые леса или проклятые леса, долины и уничтожить мерзких тварей. Явитесь к воротам темной пади к югу от Семиграда, если вы готовы сражаться за королевство. А награда-то какая будет? Нам ничего не сказали. Вот тут 4 уровня алхимика можно будет нанять. Осмотреть. 2-го это? Фигня 2-го. Жрицы тиары. Жрецы тиары. 3-го. Уже поинтереснее. Проклятие тиары у нее есть. Лечение неэффективно на противника. Стреляет фигней. 20 урона всего. Светом. Что-то слабенькая какая-то. Так. Формирование земли. Это что такое? 2-й класс. Ну это эти гномы. Дворфы. Формирователи земли. Маги земли. Земляные маги. Понятно. Ну, что-то тут не очень интересно, если честно. Квестов нахватали. Там дальше имеет смысл идти? Вроде имеет. Еще какая-то трактир. Место королей. Вас ждет приключение. Ух ты. Место королей. Так, вот взяли гоблину, дали пройти к месту королей. Так, нам надо туда. Нам надо вот сюда попасть. Сколько? 1? Один. Нормально. 1. Ну, вроде нормально добежали. Между нами и медведем 2 клетки. Надеюсь, не нападет. То собьет мое передвижение. Так, что-то я здесь ничего не запланировал. Я уже не знаю, планировать мне или нет гоблинов лучников. Наверное, пока не будем. Что-то они и так быстро делаются. Нафиг распускать их, потом тоже запариваться. Так. Вон их сколько уже накрафтилось. Мы их сейчас, наверное, как мясо пустим на убой. Прощупаем почву, так скажем. Нападем, пощелкаем немножко по противнику. Жрицы — это саппорт. С чего бы ей еще и дамагером-то быть?
Так, вместо королей можешь не заходить. Это область награда за максимальную репутацию с Семиградом. А, понял. А, они ж стрелки. Тогда нам надо в кусты. Блин, карта не вертится. А, во. Я так легко себя не отдам. И вообще мы сейчас двумя лучниками всех победим. Ой, все. Так, сейчас мы сделаем... А, я так не могу, да? Только навесом. Эх, почти убили одного. Ну ладно, молодцы и так. Добьем. ХП сейчас у него должно уменьшиться. А, это мне сейчас самому надо напасть, да, чтобы добивать. Иначе он там отхилится. Хотя элементаль, он, наверное, не хилится. Сейчас прочитаем в его свойствах, по-любому там что-нибудь написано. Так, 25 лайков. Что, нам 5 лайков осталось набрать? И будет в 2 серии. Можно, блин, не знаю, завтра, наверное, не смогу. Как смогу там? После работы не смогу постримить. Не убивай опыт для... А, то есть добивать-то не надо, ты прав совершенно. Да я специально и не добил, специально 2 хп оставил. Ты что думаешь? Это было так задумано. Так, хилится он или нет? Хрен его знает. Ничего не понятно. Наверное, хилится. Давайте его убьем. На всякий случай.